О, опять читает. Ужас, сеньор Кум. Сеньор священник, сеньор Цирульник, вы пришли. Слава тебе, Господи, пожалуйста. Ой, поторопимся, сеньор Кум. Не будем плакать, сеньора племянница. Медицина считает, что слезы – это драгоценный сок человеческого тела, который полезнее удерживать, нежели источать. Как же ей не плакать, бедный, когда так печально переменилась вся наша жизнь. Проклятые книги загубили душу нашего сеньора. Не броните все книги без разбора, женщина. Броните только рыцарские романы. Рыцарские романы. Будьте вы прокляты. Прочел наш сеньор один роман, ничего. Прочел 3, задумался. Прочел 7 и стал утверждать, что он должен стать странствующим рыцарем. А сегодня за ужином, съевший яичницу с салом, отрекся от родового своего имени Алонсо Кихано и назвал себя Дон Кихотом Ла-Манческим и заперся в библиотеке. Вот почему позволили себе разбудить вас ночью, чтобы с вашей помощью разведать, что он там творит. Пойдемте вместе подглядывать. Пойдемте, мы одни боимся. Откуда добыл наш бедняк рыцарский доспех? Разыскал на чердаке. Латы у него дедушкины, щит прадедушкин, а вот это прапрадедушкин. Дядя показывал мне все эти древности, когда я была еще маленькая. Сеньор Цирульник, вы ученый человек. Скажите, значит, книги в силах могут свести человека с ума? Все зависит от состава крови. Одни, читая, предаются размышлениям. Это люди с густой кровью. Другие плачут, у кого кровь водянистая. А у нашего Идальго кровь пламенная. Он верит вздорному вымыслу сочинителя, словно священному писанию. А куда приведет Идальго эта вера, и подумать страшно. Я слышу звуки труб. Сейчас опустят подъемный мост, и Дульсинея выйдет на балкон. Куда ты провалилась, проклятая дева? Альонсо! Сеньор Кихано, как рано вы поднялись, словно простой мужик. Ой, простите мою дерзость, сеньор. Я хотела сказать, как птичка божья. А у нас такая радость, сеньор. Корова принесла 2 телят разом. А вы такие здоровенькие, вот только худенькие, как ваша милость. Ой, простите меня, необразованную. Я от радости плесу сама не знаю что. И отец с ума сходит от радости. Слышите? Слышите, как ревет?
Бегу. До свидания, сеньор. До свидания, благороднейшая из благородных. Невежды считают, что ты простая крестьянка. Ты прекраснее и добрее всех принцесс. Книги открыли мне истину. Ты не Альдонса, ты Дульсинея. Злой волшебник по имени Фристон околдовал тебя. Клянусь, что не вложу меча в ножны, пока не сниму с тебя чар. О, любовь моя, единственная, Дульсинея Таморская. Более упрямого человека, чем ты, и найти в целой Ла-Манче. Я тебе, наконец, приказываю, отвечай. Очень хочется, сеньор, ответить «да». Так хочется, что просто еле удерживаюсь. Скажите мне несколько слов на рыцарском языке, и я соглашусь, пожалуй. Так слушай же, что напишут о нас с тобой, если завтра на рассвете выберемся мы из села на поиски подвигов и приключений. Едва светлокудрый Феб уронил на лицо посветлевшей земли золотую паутину своих великолепных волос, едва птички согласно пропели в лесах, приветствуя румяную богиню Аврору, Чтоб я колел, до чего красиво. едва произошло все это в небесах и лесах, как знаменитый рыцарь Дон Кихот Ла-Манческий вскочил на своего коня по имени Росинант и, сопровождаемый своим верным и доблестным оруженосцем по имени Санчо Панса, Как похоже, как верно. промчался по Ла-Манчу, злодеем на устрашение, стражущим на утешение. Придется, как видно, ехать. А вот и шлем готов, сеньор. Примеряйте. Надень. Очень славно. Я как птичка в клетке, только зернышек не хватает. Сядь на пенек. Сел. Нет, сеньор. Я не раз ходил с вами на охоту. Знаю, какая у вас тяжелая рука. Надень шлем, говорят. Хорошо, я надену только потом. Для начала испробуем шлем без моей головы. Побереглась корова и век жила здоров. Чудак. В книге о подвигах рыцаря Аммадиса Гальского нашел я состав волшебного зелья, делающего доспехи непробиваемыми. Сварил его и втер в шлем целую бутыль. Что, ты не веришь рыцарским романам? Да как можно не верить, сеньор? Нет, но все-таки для начала положим шлем сюда, на пенек. Ну, а теперь, сеньор, с Богом. Сеньор, вы не обижайтесь, а только я не поеду. Подумать надо, не обижайтесь, сеньор. Баба к тому же не отпускает, а баба и море преисподнее. А к тому же неизвестно, какое вы мне положите жалование. Есть о чем говорить. Да я назначу тебя губернатором первого же острова, который завоюет. И месяца не пройдет, как ты будешь управлять на своем острове и издавать законы. Вот этого мне давно хочется. Есть и пить на золоте. И есть и пить мне тоже хочется. Эх, была не была. Когда ехать, сеньор? Завтра на рассвете.
как звучат колокола в честь наших будущих подвигов. В честь подвигов, да только не наш. Пономарь спутался с судомойкой из соседнего села. Зовет свою красотку на свидание. Слышите? Раз-два, через 2 дня. Раз, два, три. В 3 часа. Не звони, Пономарь! Кто звонит, тот бабе не угодит. Довольно болтать. Наше промедление наносит ущерб всему человеческому роду. Проклятая Рытвина! Нет, Санчо, виновата здесь не Рытвина. Что вы, сударь, уж мне ли не знать? Все наше село проклинает эту окаянную колдобину. Сосед говорит мне: Санчо, закопал бы ты ее проклятущую. А я ему: с какой стати я? Сам зарой. А он мне: а я с какой стати? А тут я ему: с какой стати я? А он мне: а я с какой стати? А тут я ему: с какой стати я? Довольно, оруженосец. Что, ваша милость, я и сотой доли еще не рассказал. Я соседу разумно, справедливо отвечаю: с какой же стати я? А он мне: глупо, дерзко, а я с какой стати? Пойми ты, что Рытвина это выдата когтями волшебника по имени Христон. Мы еще много раз с ним встретимся, но никогда я не отступился и не дрогнул. Вперед, вперед, ни шагу назад. Слышишь? Слышишь, Санчо? Слышу, сеньор. Повернем в сторону, а то еще свидетели попадем. Со мной, нечестивец, там плачут. Разбойник! Убийца! Дьяволовца! Что за праздник, негодный, уйди! Отвечай! Не Достойный рыцарь, садитесь со своего коня и защищайтесь. Петрос, заходи справа! Антонио, лупи сзади! Ножи вон, топоры тоже вон! Все вон! Ваша милость, я ничего худого не делаю. Я тут хозяйством занимаюсь, учу своего работника. Освободите ребенка. Где ребенок? Ваша милость. Это вовсе не ребенок, а пастух. Ну? Понимаю, ваша милость. Освобождаю, ваша милость. Иди, Андрес, иди. Ступай, голубчик. Ты свободен, сеньор Андрес. А жалование? Какое жалование? Знаю я вашего брата, пастушонок. За сколько месяцев тебе не плачено? За 9, сударь. Врут! Почти немедленно. Не дома, сеньор рыцарь, денежки-то, а то бы я сразу расплачусь своим дорогим Андресом. Пойдем, мой ангелочек. Клянись, что расплатишься ты с ним. Клянусь, Покрепче. клянусь всеми святыми, что рассчитаюсь своим дорогим Андресом. Пусть я провалюсь сама, если он хоть слово скажет после этого против меня. Клянусь раем Господним, останется он доволен. Хорошо. Ваша честь, ваша честь! Раз уж вы заступили за меня, то не оставляйте, а то хозяин берет меня тоже, как великомученика. Я боюсь остаться тут. Не уезжайте. Не бойся, сынок. Хозяин твой поклялся всеми святыми, что не обидит тебя. Не станет же он губить свою бессмертную душу из-за гроша. Сколько живу на свете, еще никто за меня не заступался. Конечно, жалко пастушонка. Однако этот подвиг не на мой вкус. Чужое хозяйство святее монастыря, а мы его со своим уставом. Нет, когда я буду губернатором... Замолчи, простофиля. Благодарность мальчика будет утешать меня в самые черные дни наших скитаний. Довольно болтать. Наше промедление наносит ущерб всему человеческому роду. Приготовься, Санчо. Мы заехали в местность, где уж непременно должны водиться драконы. Почуяв рыцаря, хоть один да выползет, и я прикончу его. Драконы? Фу, гадость какая. Я уже и то не терплю. А тут, здрасте, вон какой гад. Может, не встретим, а? Встретим.
Слышишь? Видишь огромную дьявольскую колесницу? Ваша честь, это карета. Стойте! Стойте! О, прекрасная дама, признаетесь Дон Кихоту Ла-Манческому, не боясь своей стражи, вы пленница? Увы, да, храбрый рыцарь. Вперед, мой благородный скакун! Вперед, за Дульсинею Девонскую! Рыся! Рыцарь, пощадите беднягу. Ваше желание для меня законом, прекраснейшая дама. Дарую тебе жизнь, злодей. Но при одном условии. Ты отправишься к прекрасной, несравненной Дульсинее Тобольской. И, преклонив колени, расскажешь ей, даме моего сердца, о подвиге, который я совершил в ее честь. А это далеко? Мой оруженосец укажет ему дорогу, о прекраснейшая дама. Великодушно ли, рыцарь, отнимать у меня самого надежного из моих слуг? Сударыня, это ваш слуга? Но вы сказали, что вы пленница. Да, я была в плену, в дорожной скуке. Но вы освободили меня, и я придумала, как нам поступить. Дамой вашего сердца буду я. Тогда слугу никуда не придется посылать, ибо подвиг был совершен на моих глазах. Угу. Соглашайтесь же. Неужели я недостойна любви? Посмотрите на меня внимательнее. Ну? Ну же! Я не нравлюсь вам. Не искушайте бедного рыцаря. Пожалуйста, нельзя мне. Таков закон. Дама моего сердца Дульсинея Тобольская. Ну, и не скажешь. Нельзя, клянусь, нельзя. Тихонько. Нельзя, Никто не узнает. нельзя. Правда, ваши глаза проникают мне в самую душу. Отвернитесь, сеньора, не мучайте человека. Садитесь ко мне, и мы все обсудим. Я только что проводила мужа в Мексику. И мне так хочется поговорить с кем-нибудь о любви. О любви. Ну же, я жду. Хорошо, сейчас. Нет, ни за что! Разузнайте, где он живет. За такого великолепного шута герцог будет благодарен мне всю жизнь. Бедный дядя. Как давно он уехал из дома? Что ни день, то новые вести о нем. Прославился на всю Испанию. Напал на неизвестного целунника и отобрал тазик для бритья. Зачем? Я отдал бы сеньору свой подержанный совершенно добровольно. И всего только за 3 реала. Но ведь бедного дяди почудилось, что это не тазик, а волшебный шлем. А зачем? Зачем разогнал наш сеньор почтенных паломников, которые несли статую Мадонны, каялись в грехах и старательно бичевали себя? Но ведь бедному дяде почудилось, что Мадонна ими похищена. Ну, паломники — это еще полбеды. Ну, овцы, овцы! Принял стадо овец за войско велика. Ну-ка,
но ошибся. Тогда не это стадо сюда, мы бы нашли, куда его прибрать. Любой пастух приносит такие новости. Вот опять. Возите. Ой, слава богу, это только Альдонса. Да что тебе, девушка, принесла мне молока? Ваша милость, я принесла удивительные новости о нашем сеньоре. Болен, умирает. Что вы, сеньор? Новости гораздо более удивительные. Наш сеньор влюбился. Пресвятая Богородица! Вот и я так сказала, слово в слово. Влюбился наш сеньор в знатную даму по имени Дульсинея Табосская. Отец мой родом из Табоса и говорит, что сам в детстве видал такую. Влюбился в старуху? А мы так порешили, что это ее дочь или даже внучка. Потому что уж больно сильно влюбился сеньор. Колотит людей в ее честь, не разбирая ни титула, ни звания. И вздыхает о ней целыми ночами. И песни ей слагает. И говорит о ней ласково, как о ребенке или о птичке. Я даже позавидую. Чего? Меня-то, небось, никто так не полюбит. А Педро? Он только тискает да щиплет. Счастливая Дульсинея Табосская. Что ты там бормочешь? Я считаю, сколько мы с вами в пути, сеньор. И сколько выходит? Если по колотушкам считать, да по синякам, да по ушибам, да по всяким злоключениям, то 20 лет никак не видно. Рыцари не считают ран. Сеньор, а где же, простите меня, дерзкого тот остров, где я стану губернатором? Все деремся мы, да сражаемся, а награды не видать. Чем я виноват, что искалечил Христом человеческие души куда страшнее, чем полагал я, сидя дома? Кто эти несчастные? Это каторжники, принадлежащие его величеству королю. А ведем мы их на галеры. За что? Расспросите их сами, сеньор. Для этих господчиков главное удовольствие распространяться о своих мерзостях. За какие грехи вы попали в такую беду, бедняга? Меня погубила любовь к корзине с бельем. Я прижал ее, мою любимую, к сердцу, а хозяйка корзины подняла вой. И злодеи разлучили нас. Проклятие! А вас что привело на галеры? Неужели тоже любовь? Нет, всего только нежность. Нежность? Да, я неженка. Я не выдержал пытки и вместо нет сказал да. И это одно коротенькое словечко принесло мне 6 лет каторги. А вы за что взяты, сеньор? За то, что у меня в кошельке не оказалось 10 золотых. Надеюсь, они вовремя. Я бы оживил мозги адвоката и смягчил бы сердце судьи.
Сеньоры конвойные, я расспросил этих людей, и не следует идти на галеры. Если бы у этих бедных были сильные покровители, то судья отпустил бы любого из них на свободу. Правильно, как в Писании. Уж не из каторжников ли он, а? Все понимаю. А не найдется ли вашей милости покровитель для нас? Найдется. Я отпущу вас на свободу. Я странствующий рыцарь. Что хочешь? Я дал обет, что буду защищать обездоленных и угнетенных. Сеньор комиссар, я приказываю вам, отпустите несчастных. Поправьте тазик на своей голове, пока она цела. И не ищите у кота пятой ноги. Сеньор, вы скотина! Погодите, послушайте. Друзья мои, немедленно отправляйтесь туда, куда я вам укажу. Я посылаю вас к даме моего сердца. Вы ей расскажете о том подвиге, который совершил в ее честь. Друзья мои, я дал вам свободу. Неужели вы так неблагодарны, что откажете мне? Сеньор, а вы знаете, что такое виселица? Благодарность сильнее страха. Благодарность. Освободите одного меня, я бы поблагодарила, ты всех разом. Устраиваешь побег, а правил не знаешь. Что-нибудь ошибся в ногой отпьют. А у тебя опять перед тазиком желание тыква. Я заставлю вас быть благодарными. Сеньор, полегче, мы отбиты. Для вашей же пользы. Бей его, он сыщик. Опомнитесь, какой же он сыщик. Он освободил вас. Это когда было, с тех пор он продался. Бей его! Сеньор, об одном прошу вашу милость. Не признавайтесь никому, что мы пострадали от побоев. Потому что люди, как умеют побитого, норовят подбавить еще. Был бы калека, а обидчики найдутся. Кто убог, того и валит с ног. Кто слабый волит, тем и заяц недоволен. Нет. Когда я буду губернатором... Слышу тебя, словно бы издали. Так у меня звенит в ушах. Я говорю, когда я буду губернатором... Что с тобой? Взглянул я на вас. Какой вы бледный да жалостливый. И пришла мне мысль в голову, я даже закричал от удивления и печали. Мне пришла в голову мысль, совсем рыцарская, ваша милость. Вот и чудо-то. Ах ты, подумайте, мысль. Говори, какая? А такая, что следует к вашему славному имени Дон Кихот Ла-Манческий прибавить прозвище рыцарь печального образа. Хорошо, братец. Пусть будет так. Мне чудится, что мудрец, который когда-нибудь напишет историю наших подвигов, вложил эту мысль в твою голову, потому что моя уж очень шумит. А вот и замок. Что вы, ваша милость, это постоялый двор.
Я ручаюсь тебе, что это заколдованный замок. Пусть мой серенький пропадет навеки, если это не постоялый двор. Замок? Двор. Замок? Сеньор, нас побили мастера своего дела. Вот вам и чудится, не весь что. Если эти гости не захотят иметь с нами дело, мы пропали. Неужели дойдем мы до такого срама, что как старухи будем расплачиваться за ужин и ночлег собственными денежками? Благородный владелец замка выслал нам навстречу знатных девиц. Сеньорицы, если вам когда-нибудь понадобится рыцарь для защиты вашей невинности, прикажите, и я умру, охраняя вашу честь. Приехал за тобой потешный безумие! Могу менять сотни! Мешай людям работать. Таких сумасшедших даже при дворе не найти! Он назвал нас невинными и знатными девицами! У тебя пятый туз в колоде. Привет вам, друзья мои. Нет ли в замке несчастных, угнетенных, несправедливо осужденных или невольников? Прикажите, я восстановлю справедливость. Это уж слишком. Тише, не мешайте слушать. Я Дон Кихот Ла-Манческий. Рыцарь печального образа. Тихо, дураки, кто гнет, не испортите все хотят. Это славно, господин рыцарь. Одно только хуже. Все комнаты у меня заняты. Могу вам предложить ложе только в чулане. Идем, сеньор, я провожу. Ну, чего вы смеетесь? Не видите, что человек еле на ногах? Кто же так избил беднягу? Никто, дочка. Господин мой просто слетел со скалы. И все тут. Его не побьешь, нет. Он каждому даст сдачу. Нет, но почему меня полагается слушать? Я судья. Я придумал такое, что от дурачка живого места не останется со всей его справедливостью. Нет, давайте по-моему. В дороге нет большего потехника, чем я. К черту добродетельного рыцаря. По-моему, нужно его... Нет! Мы сделаем так. Проклятый Мелиторнос влюбляется во всех самых славных парней и при этом совершенно бесплатно. Давно пора проучить ее. Ее теперешний возлюбленный погонщик мулов ночует тоже в чулане. И мы... Сеньора, оставьте мне немножечко этих примочек. Вы тоже упали со скалы? Нет, но когда я увидел, как падает мой господин, меня тоже всего перетряхнуло. Ой. Это бывает. Я очень часто вижу во сне, что падаю с башни. Потом весь день хожу как разбитый. Ты с ним шепчешься? Дурачок. Ревнует. Мы говорим шепотом, чтобы не разбудить больного сеньора. Наступай. Наступай. Ну, я вечером прибегу. Ой, конечно, приятно, когда ревнуют. Но распускать вашего брата тоже не полагается. Это уж, конечно. Уж на что я добродетелен, но и то шепот ваш очаровал меня, словно весенний ветерок.
Отделайте его заклятие. Подожди ты. Правда ли говорят, что купил ты мула с таким норовом, что никто не может его нанимать? Чистая правда, ваша милость. Да он меня довел до того, что мой нрав стал тоже просто дьявольским. Обсудим, как помочь твоему мулу. Ты здесь уже, бедняжка. Опередил меня, дурачок. А я думал, что ты все работаешь. Наказываешь своих мулов за непослушание. Что с тобой? Почему ты обнимаешь меня так осторожненько? Графиня, какая высокая милость. Что с тобой? Почему ты так вежлив? Вежливость моя вызвана верностью. Я люблю другую. И рыцарская верность мне разрешает только отеческое объятие. Простите, сеньор, я ошибусь койкой. Не уходите, сеньора. После побоев так радостно прикосновение вашей руки, так сладостно. Верность вынуждает меня быть простаком, но все-таки подождите. После злобы и неблагодарности ласка и милость. Не уходите, молю. Я все время один. Один против всех. Не уходите. Ой, я не ухожу. Санчо! Санчо! Ну теперь ты видишь, что такое благородная кровь? Дочь графа, владелица замка, сражалась за меня как рыцарь. Ваша честь, это не дочь графа, а прачка. И тебя? Пресвятая Дева, что и меня? Околдовал проклятый престол. Очнись в заколдованном замке. Слышишь? Шепот, шорох, дьявольское хихиканье. Берегите престол! Вперед, ни шагу назад. Я не верю злому волшебнику. Я вижу, вы отличные люди. Я вижу, вы отличные, благородные люди. И я горячо... Я горячо люблю вас. Это самый трудный рыцарский подвиг. Увидеть человеческие лица под масками, что напялил на вас Христос. А я увижу, я поднимусь выше.
человек наш сеньор. Пока его лупили да обижали на большой дороге, был он здоров, как жаворонок. А привезли домой Захара. Это к добру. Он присмиреется. Он открыл глаза. Ой. Не будем мешать ученому бакалавру. Сеньор, вы меня узнаете? Вы Самсон Караско, сын Варсоломео Караско из нашего селения. Вы студент. Пока вы хворали, я вернулся из Саламанки бакалавром. Поздравляю вас. И заодно поздравьте самого себя, сеньор. Я вернулся нашпигованный последними медицинскими открытиями, словно бараний окорок чесноком. И вы занялись моим лечением. Да, по просьбе вашей племянницы, сеньор Кихан. Подумать только! Этот неуч цирюльник, он пускал вам кровь по понедельникам. Тогда как наука с точностью доказала, что это нужно делать только по четвергам. Ну вот вы здоровы. Густота крови исчезла, и, следовательно, понятия здравы. Ну вот теперь вы никуда не уедете из дома. Уеду, едва окрепну. Сеньор. Промедление нанесет ущерб всему человеческому роду. Сеньор, послушайте человека, имеющего ученую степень. Времена странствующего рыцарства исчезли. Их нет, они выдались, умерли, пошли. Наступило новое время, сеньор. 1605 год. Шутка сказать. Как в этом году, как в прошлом и позапрошлом, как 100 лет назад, несчастные зовут на помощь, а счастливцы зажимают уши. И только мы, странствующие рыцари... А сколько вас? Не мое дело считать. Мое дело сражаться. А я не выпущу вас. Последние достижения науки требуют, чтобы с больными обращались сурово. И я спасу доброго сеньора Кихано от безумца Дон Кихота. Санчо, я не могу больше ждать. Мне грозит безумие, если мы не отправимся в путь. Понимаю вас, сеньор. Уж на что я грубая душа, толстое брюхо, а тоже, как пришла весна, не сидится мне дома. Каждый день одно и то же, одно и то же, одно и то же. Бьет по морде нуждишка нужда, и все по одному месту. И в дороге попадало нам случалось. Так ведь все по-разному. Не знаю, колдовство ли это или совесть. Но каждую ночь меня зовут несчастный на помощь. Трудно им, стало быть, приходится. Завтра на рассвете, будто нечаянно, проезжай мимо ворот. Слушай, сеньор.
Кто это? Бедный старик, которого выгнали из дома за дурой. Я сплю сегодня в собачьей конуре, и некому заступиться за меня. Кто это плачет? Мой жених уехал в город за обручальными кольцами, а старый сводник ломает дверь в моей комнате. Меня продадут. Рыцарь, рыцарь, о, рыцарь, нас продали в газету. Такие худые, что он не ест, а заставляет работать. Спаси нас. Мы невинно заключенные напоминаем тебе свободному. Мы в оковах. Слышишь? Ты свободен? Мы в оковах. Ты свободен. Мы в оковах. Адина, послушайте. Иду, Росинанта. Вы упрямый, сеньор, но и я тоже. Тревога! Пусти! Наука не может допустить, сеньор! Тревога! Не губите меня, дядя! Сеньор, сеньор, идите домой. Куда вам ехать в ваши годы? Утро такое холодное. Сейчас я вас напою парным молочком. Вот, идемте. Все. Никуда мы не уедем. С великанами, пожалуйста, ты не справишься. А вот пойди-ка со своими. Ну, чего вы ждете? Чудо! В 1605 году чудес не бывает. Я тут жилет, доставьте вас! Знаменитый рыцарь Дон Кихот Ла-Манческий! Сюда, сюда, ребятки! Вот здесь он живет. Вовремя пожаловал. Заступиться кого не требуется. Хлестнуться с волшебниками и американами. Сделайте милость. Мы застоялись. Так и понесемся на молодого рода человека. Стой ты! Возьми лучше ведро да напои моего коня. Вы, сеньор, Дон Кихот Ла-Манческий. Да, я сеньор. Это... Вот ты пропасть. Прекрасная сеньора, влюбленная в вас, просит о чести быть допущенной в ваш замок. Что прикажете ответить? Простите. Убей, дурак! Вот это и есть потеряй капустка! Вы приехали посмеяться надо мной. Пока что мне не до смеха. Дорога в ваше селение отвратительна. Впрочем, забудем это. Любовь толкает женщину и на худшие дорожки. Сеньор, я рассказала нашему герцогу о храбрости вашей и верности. Желая своими глазами полюбоваться на столь знаменитого рыцаря, он прислал меня за вами. Вас ждут в замке герцога. Сударыня, фамилии нет. Мы только 3-го дня делали ему кровопускание. Желание герцога закон! Сеньор Дон Кихот, мы ждем вашего ответа! Идем.
Куда бы его ни увезли, я верну его домой. Вы в Саламарке не такие штуки проделали. Повозка моя собственная, сеньора, а везу я клетку со львом, которого губернатор Аранский посылает его величеству королю. Сними циновки! Слушаю, сеньора. Великолепный зверь! А ну-ка, сеньор, покажите нам свою храбрость, сразитесь со львом. Что вы делаете, сеньора? Не подсадоривать надо рыцарей, а успокаивать. Не бойся, деревенщина, я лучше знаю господ мужчин. Они безудержные и храбры с дамами, но длинные когти их отрезвляют. Что, мой благородный друг, одиноко тебе в Испании. Мне тоже. Мы понимаем друг друга, а злая судьба заставляет надраться насмерть. Как? А, спасибо. Теперь я уже совсем поправился. Но я за последнее время очень много думал, пока хворал. Школьник, решая задачу, делает много ошибок. Напишет, сотрет, опять напишет, пока не получит правильный ответ, наконец. Вот так и я совершал подвиги. Главное не забиваться в угол трусливо. Подвиг за подвигом, вот и не узнать мир. Ну что ж, выходи, сразимся. Пусть эта избалованная женщина знает, что есть на свете доблесть, благородство, и станет мудрее. Сеньор, не спорьте, лев дело понимает. Такую сеньору и конец света не вразумит. Что не наши подвиги? Эй, храбрецы! Опасность миновала! И отныне рыцарь печального образа получает еще одно имя. Рыцарь Львов. Государственные дела утомили. Наступает час беззаботного веселья. Чем мы займемся? Старым благородным дураком, верующим в то, что на свете существует справедливость. Дон Кихот Ла-Манческий приготовлен к аудиенции? Вполне, Ваше Высочество. Может быть, надо его еще раз горячить? Ваше Высочество, его старомодные добродетели всегда наготове, будто струны арфы. Только дотроньтесь, сыграют. Многие храбрецы теряют голову, приблизившись к трону. Он не испугается. Дон Кихот всегда остается Дон Кихотом. Вот что особенно смешно, Ваше Высочество. Любопытно. Пусть войдут придворные. Золотой, а то раскрыл глаза твоему Дон Кихоту. Испугался нового шута? Не боюсь я нового шута, ибо новых шуток нет на свете.
Есть шутки о желудке, есть намеки на пороки, есть дерзости насчет женской мерзости, и все. Дон Кихот Даманский и его оруженосец Санчо Панса. Прелестен. Взгляд невинный, как у девочки. Горжусь честью, которую вы оказали мне, славный рыцарь. Сеньоры, занимайте гостей. Вы чем-то встревожены, сеньора? Встревожен, сударыня. Не могу ли я помочь вам? Конечно, сударыня. Отведите на конюшню моего осла. Санчо. Сеньор, я оставил своего серого посреди двора. Кругом так и шныряют придворные. А мне уже крали его. Не беспокойтесь, добрый Санчо. Я позабочусь о вашем острове. Спасибо, ваша светлость. Только вы сразу берите его за узду. Не подходите со стороны хвоста, а то он лягает. Я заколю тебя. О нет, не лишайте нас такого простодушного гостя. Сядьте, рыцарь. Бои с волшебниками и великанами должны были утомить вас. Что вы, ваша светлость, утомительно сидеть сложа руки, когда дороги Испании полны нищими, а селения пустынны. Только и отдыхаешь, пока сражаешься. И многих вы спасли от нищеты и горя. Нет еще, ваша светлость. Но видит Бог, я старался по мере своих сил. Дорогой рыцарь, забудьте о дорогах и селениях. Вы приехали в замок и окружены друзьями. Поведайте нам лучше, почему вы отказали прекрасной Альтисидоре во взаимности? Мое сердце навеки отдано Дульсинее Тобосской. Мы посылали в Тебос, а Дульсинеи там не нашли. Существует ли она? Она зачарована. И никто, кроме меня, не знает, как она прекрасна и как несчастна. Ваша светлость, этот Дон Кихот совсем не такой полоумный, каким представляется. Вы поощряете дерзкого в его греховном пустозвонстве. Кто вам вбил в башку, что вы странствующий рыцарь? Как отыскали вы великанов в жалкой вашей Ла-Манше, где и карлика-то не прокормить? Кто позволил вам шляться по свету, смущая бредни простаков и смеша рассудительных? Возвращайся сейчас же домой и не суйся в дела, которых не понимаешь. Что ты знаешь, монах, кроме своей часовни? Выйди на свет Божий, оглянись. Властолюбцы карабкаются вверх по трупам, как по ступенькам. Алчные убивают из-за гроша. Клеветники жалят ближних, как гадюки. Я же хотел одного — всем делать добро и никому не причинить зла. И как раз меня ты и поносишь. Стрелись, монах. Благодарю вас, рыцарь.
Ваша искренность приятно освежила нас. Санчо, говорят, вы хотите стать губернатором. Ваша светлость, кто вам рассказал? Вы были в самую серединку, как в воду смотрели. Очень мне желательно получить губернаторское местечко. Видите, Санчо Пансо посол. Будет исполнена ваша светлость. Я сам провожу вас в покое, отведенные вам. Пойдемте, сеньор рыцарь. И вы, сеньор губернатор. Каково? Плохи твои дела. Мой дурачок перешутит всех шутов Испании. Врешь. Приезжий не дурачок. Он не шутит и недолго уживется среди вас, дурачков. Прошу вас, сеньор хозяин. Я знаю, где вы добыли эти латы. Где? Вам дал их ваш товарищ, саламанский студент, который выиграл их кости у священника, собирающего старинные вещи. Угадал? Угадали, хозяин? Вот только никак не могу разведать. Ничего вам, бакалавру, рыцарские доспехи. Карнавал-то далеко. А для веселого человека каждый день карнавал. На площадь. Сегодня к нам приезжает губернатор. Губернатор? Ваш городишко? Мораторий не городишко. А что в таком случае? Остров. Ага. Вы сюда прибыли сухим путем, это ничего не значит. Вы не знаете нашего герцога. Он приказал, чтобы наш городишко считался островом. Стал быть, так тому и быть. Вот теперь я знаю вашего герцога. Стойте, ребята! Что случилось? Губернатор есть! Подумай, что? А на чем? На коне! Не отвечай! Хочешь выпутать все бесплатно? Пошли, ребята! А как зовут губернатор? Сеньор Санчо Панса. Санчо Панса! Скорее, на площадь!
встречает слезами. А вы смеетесь, значит, рады мне. Когда губернатор сидит на осле, это весело. А вот когда осла сажает в губернатора, то уже не повеселит. А я объясню, почему я на осле. Потому что он невысок. На коне я еще чего доброго не услышал бы ваших жалоб. А ехать на осле все равно, что идти пешком. Вот я, вот земля, а вот вы, дорогие мои подданные. Если вы не поможете мне, я дойду до герцога, до самого короля. А если они откажут, заберусь на небо. Тише, женщина! Говори прямо, в чем дело. Нельзя прямо, сеньор. Не позволяет женская скромность. Ну, да подойди и скажи мне шепотом на ухо. Весьма охотно, сеньор губернатор. Силком? Ты безобразник. Эй, ты пастух, это не эту женщину. Не оставайся. Нет, ваша милость, нет. Я была с ее стороны. А с моей стороны была только одна верность. Садитесь. Сейчас рассудим. Ваша, шел я по дороге и свернул вправо, потому что сеньора меня окликнула. Ну и, конечно, в это дело вмешался сатана. Неприятно, ваша милость! Ваша милость! Ваша милость! Но все шло у нас тихо, мирно, пока не дернул меня черт похвастать, что я продал этих 4 свиней. И потребовала сеньора, чтобы я ей отдал кошелек со всеми своими денежками. А я ей говорю, это что еще за новый налог такой? А она мне говорит, отдай болван, а то образой. Вот. Тихо! Все понятно. Дайте подумать. Пастух, отдай этой женщине кошелек. А ну послушай, покорми, отними ее деньги. И удалось ему это? Да никогда! Скорее, жизнь она отнимет у меня, чем кошелек. Ни клещами, ни молотками, ни львиными когтями, ничем на свете не вытянешь из меня кошелька. Скорее душу вытряхнешь, чем кошелек. Покажите мне кошелек, почтенная дама. Вот он, сеньор губернатор.
А пастух, не с места, а попалась голубушка. Если бы ты защищала свою честь хоть в половину той силы, что обнаружила, спасая кошелек, с тобой бы и великан не справился бы. А наступай с Богом, или вернее ко всем чертям не останавливай. Что судилое справедливо. А что различаете, где правда, а где неправда? Различаете. А если понимаете и различаете, почему сами не живете по правде и справедливости? Ох, трудно будет привести вас в человеческий вид. И главная беда, прикажи вас всех перепороть, сразу помощники найдут. А прикажи вас приласкать да одобрить, глядишь, и некому. Спасибо. Ну и на сегодня достаточно. Я хоть и губернатор, а спать хочу как простой. Ну, идите по хозяйству. До свидания. Сюда, что ли? Ах, сеньор, за последнее время я так привык делиться с вами тяготами да заботами. Сеньор мой, Дон Кихот Ла-Манческий, где вы? Санчо, трудно мне без тебя. Вот уронил я иголку, никак не могу найти проклятую. На чулок порвался. А прекрасная Альсидора настоятельно потребовала, чтобы я явился к ней на рассвете. И я хотел, придя, снова сказать, до самой смерти буду верен Дульсинее Тополской. Не могу же я говорить столь прекрасные слова с дыркой на чулке. Ах, бедность, бедность. Нашел, Санчо. Спасся от позора, слышишь? Ладно. Кто скончался во дворце? Где
Где твоя госпожа? В гробу. От чего она умерла? От любви к вам, рыцарь. Простите меня, о прекрасная Альтисидора. Я не знал, что вы почтили меня любовью такой великой силы. Мне жалко, что смерть не ответит, если я вызову ее на поединок. Я сразился бы с нею и заставил исправить жестокую несправедливость, принудил бы взять мою жизнь вместо вашей, молодой. Пусть утешит вас одно. Истинная любовь бессмертна. Сердце мое разрывается на части, словно храню ребенка. Но видит Бог, я не мог поступить иначе. У меня одна дама сердца. Таков рыцарский закон. Так вы, Дон Вяленая Треска, и в самом деле поверили, что я умерла из-за вас? Дон Старый Пень, пух и прах разбитый и поколоченный дом. Да как осмелились вы вообразить, что женщина, подобная мне, могла полюбить вас? Дон Верблюд. Не сердитесь, сеньор. Дон Кихот. Это шутка. Комедия. Как и все на этом свете. Ведь и вы настоящий мастер этого дела. Вы необыкновенно убедительно доказали нам, что добродетельные поступки смешны. Верность забавна, а любовь — выдумка разгоряченного воображения. Что это? Деньги? Видите, рыцарь, вы честно заслужили эту награду. Разрешите оставить замок, ваша светлость. Дом сумасшедший. Христом, перестань торжествовать за спиной. Я сегодня же найду тебя, и мы сразимся насмерть. Санчо! 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 Где ты? Санчо! Дон Кихот покинул замок, вопреки просьбам герцога. И вам приказано весело закончить шутку с островом Баратари. Весело? Весело. Что
Ладно. Ухожу. Простому мужику всегда найдется дело. А куда денешься ты, мажордом, когда тебя выбросят со службы? Что ты умеешь, дармоед? Лизоблюд! Назад! Ах, серый, серый, как счастливы были дни, когда я заботился только о том, чтобы починить твою упряжь, накормить твое брюхо. Зачем научил меня, бедный мой сеньор, заботиться о людях? Вечно это кончается тем, что счастливые намнут те бока, а несчастные так и останутся при своих несчастьях. Губернаторство проклятое бросит! Довольно, Санчо. Не плакать, а радоваться надо. Вырвались мы с тобой на свободу. Свобода! Свобода! Величайший дар, посланный нам небом. Ради свободы можно и должен рискнуть самой жизнью. А рабство и плен — худшее из несчастья. На коней, Санчо, на коней престол бродит возле. Схватим его и освободим весь мир. Вперед, ни шагу назад. Христон стоит на холме, машет ручищами. Ваша милость, это мельница. Вперед! А я говорю тебе, что веруют людей. Не обманутся на маски, я накаивался на их добрые лица. И я верую в рыцарское благородство, а тебе, злодею, не поверю, сколько бы ты ни вертел меня. Я вижу, победит любовь, верность и наверное. Ты заскрипел! Ты скрипишь от ласки, а я смеюсь над тобой. Я здравствую, люди, да погибнут собственные противники. Сеньор, вы живы, сеньор? Прямо говорите. Не бойтесь огорчить меня, сеньор. Вот чудеса-то! Верно говорят, не утонет утка, ее вертем ждет, сеньор. Но теперь вы видите, что это ветряная мельница. Это мельница. А я сражался с Христоном
Жизнь пошла. Тут ты учили петуха молиться, а он все кукарекает. Все-то вы ищете волшебников да рыцарей, а попадаются неучи да бесстыдники. И кроме нас с вами во всей Испании не разыскать и завалященького странствующего рыцаря. Святая Дева, а это что же такое? О, слава да и рыцарь! Я жду тебя, чтобы с оружием в руках установить, чья дама сердца прекраснее! Сударь, сударь, нельзя драться с больным. Мы только что схлестнулись с мельницей. Мы еще не твердо сидим в седле. Замолчи. Лучшее лекарство для рыцаря поединок. Ваше имя? Рыцарь белой луны! Из турок, что ли? Замолчи, неуч. У тех на вербене луна полумесяц. Выбирайте место, рыцарь, и начнем. Самая прекрасная женщина в мире. Я не отрекусь от истины, хотя и нет силы у меня ее защищать. Вонзай свой меч, рыцарь. Пусть цветет во всей истории красота Дульсинеи Тобольской. Единственное, чего я требую, это чтобы великий Дон Кихот удалился в свое селение на срок, который я укажу. Я победил! И по закону рыцарства вы не можете отказать мне в послушании. Клянусь. Сеньор Бакалав! Бакалав, Самсон Караска! К вашим услугам! Я победил вас по всем правилам! Домой, сеньор! Целый домой! Надо жить, сеньор, как учат нас философы. Ничему не удивляться. Достойно пожилого человека, сеньор, чем вы заинтересовались? Достойно пожилого человека во всех случаях жизни сохранять философское спокойствие. Если выработаешь в себе философское спокойствие, то обретешь подлинную свободу.
Пожалуйте кушать, сеньор. Покормите бедного подпаска. Такой вкусный запах идет от вашего котелка, что я за 500 шагов учуял. Андрес. Да, это я, сеньор. Андрес. Андрес. Гляди, Караска. Нет, не напрасно. Не напрасно я странствовал и сражался. Я спас мальчика от побоев, и он не забыл этого, хотя и прошло столько времени с тех пор. Ты что, хочешь меня спросить о чем-нибудь, Андрес? Да, сеньор. Говори. Не бойся. Слушай, Караска. Господин странствующий рыцарь, не заступайтесь. Не заступайтесь за меня никогда больше. Вы раздразнили хозяина, да и уехали себе. Ведь после этого хозяин меня так избил, что с тех пор я только во сне и вижу, как меня наказывают. Да покарает Бог вашу милость и всех рыцарей на свете. Вот и все, сеньоры. Вспоминаете меня на свой лад, как просит ваша душа. Пусть останусь я в памяти вашей не Дон Кихотом романтиком. Бог с ним. Не забывайте бедного Идальго, Алонсо Кихана, прозванного Добрым. А теперь ставьте меня. Дайте мне уснуть. Пульс не внушает опасений. Не для того я заставил сеньора Кихана вернуться домой, чтобы он умер, а для того, чтобы жил, как все. А вот этого-то я и не умею. Не плачьте, батюшка. Я сама плачу с утра до ночи. Он был так добрый ко мне. Вот если бы сюда приехала Дульсинея Тобоская, говорят, любовь чудеса делает. Сеньор, сеньор, не оставляйте меня. Кто меня спрашивает? Это я, Дульсинея Тобоская. Спасибо, сеньора, что вы приснились перед моей смертью. Я запрещаю вам умирать, сеньор. Слышите? Повинуйтесь даме своего сердца. Вы устали, да? А как же я? А как же мы? Сеньор, голубчик, не умирайте, нельзя. Не бросайте нас, пожалуйста. Ах, не умирайте, ваша милость, а послушайтесь моего совета и живите себе. Разве вас убил кто? Одна тоска, а она баба. Дайте серой по шее и пойдем бродить по свету, по лесам и лугам. Сеньор, скажите мне хоть словечко
на рыцарском языке. И счастливее меня не найдется человека на всей земле. Сражаясь неустанно, доживем мы с тобой, Санчо, до золотого века. Справедливость уничтожит корыстивые страсти. Вперед, вперед, ни шагу назад.